Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, друзья, мы попробуем отмотать нашу киноленту модных событий немного назад, чтобы отправиться на неделю моды в Нью-Йорк. А она оказалась в этом сезоне довольно насыщенной целой чередой показов именитых брендов, среди которых мне бы хотелось отметить коллекцию Альтузара осень-зима 2024-2025. В погоне за большей известностью на международной арене основатель марки и ведущий дизайнер Джозеф Альтузара несколько сезонов подряд предпочитал проводить модные презентации в Париже. Но пару лет назад вернулся в родные Пенаты и теперь с не меньшим успехом вновь представляет коллекции на нью-йоркской сцене. Правда, на этот раз решено было обойтись без масштабного громкого шоу, а устроить что-то вроде закрытого салонного показа. В штаб-квартиру бренда пригласили не более сотни зрителей, среди которых не было ни инфлюенсеров, ни звезд, ни влиятельных личностей. Данное решение связано с, можно сказать, юбилейным событием в истории дома моды. Альтузара празднует 15-летие с дня основания бренда и желает отметить его только вместе с избранной группой сторонников, в кругу самых близких людей. Как объясняет дизайнер, «Я хотел почтить тех, кто поддерживал меня на протяжении всей моей карьеры». После предыдущей коллекции, которая не была обласкана критиками, Джозеф убежден, он должен перезагрузиться. И в нынешней модной линейке действительно заметно обновление и свежие идеи, которые автор почерпнул из своих личных архивов. При этом дефиле не стало банальным парадом лучших хитов недалекого прошлого. В каждом образе есть своя изюминка. Не зря ведь бренд славится странными, необычными вещами, которые при этом не лишены удобства. Дизайнер по-прежнему не отступает от собственной философии, где повседневная практичная одежда традиционно замиксована с интересными, эксцентричными деталями. В комментариях Альтузара отметил: «Я хотел, чтобы вы почувствовали себя так, будто зашли в чей-то гардероб, где каждая вещь рассказывает историю этого человека». Но главной идеей модных образов на холодный сезон дизайнер прежде всего озвучил желание выглядеть одетым. Исключением здесь можно назвать лишь пару-тройку вещей. Вдохновленный английской одеждой для верховой езды, гламуром ар-деко, портретов Тамары Лемпицкой и романтическим стилем принцессы Дианы, модельер также добавил в коллекцию отсылки к балету и цирку. Наряды с немного причудливыми и милыми одновременно манжетами и воротником в стиле Пьеро, с геометрическим ромбовидным узором Арлекина, боди и свитеры на подиуме сменяли уютные кашемировые пальто, куртки-бушлаты и платья с винтажными принтами. Весомую долю тепла и комфорта добавили в гардероб Альтузара вязаные вещи. Нотку элегантности внесли головные уборы, остроносая обувь, кожаные перчатки. Иногда в модных луках встречались довольно странные сочетания, но с легкой руки дизайнера они кажутся такими правильными и такими домашними, что-то вроде очень личного стиля, который, как утверждает автор коллекции, можно увидеть только на улицах Нью-Йорка, самого шумного города мира. Лучшей оценкой работы мастера и его творческой команды стали дружные аплодисменты, которые прозвучали по завершению модного действа. Приятного вам просмотра, мои дорогие зрители! Очень хочется услышать ваше мнение о новой коллекции в комментариях. Если видео понравилось, прожимаем кнопку пальчик вверх и не забываем подписаться на мой канал, если вы все еще не подписаны. Всем красоты, тепла, позитива, хорошего продуктивного дня и солнечного настроения!